Всем привет! В этом видео я покажу идеальный способ ограбления поезда. Для начала нужно купить динамиты, минимум 3 штуки, и отправиться на станцию Рикс. Я это сделал с станции Роудс. По приезду на станцию нужно не забыть подойти к лошади и дать команду остаться, нажав букву R, если вы играете на ПК. Сделать это нужно для того, чтобы конь не бежал за вами и не упал случайно с моста, когда вы будете грабить поезд. Далее нужно залезть на водонапорную башню и незаметно залезть на крышу поезда. Желательно на дальнюю от башни часть, чтобы никто не заметил. Сразу же как поезд трогается, нужно одеть маску или бандану. И не спеша идем к вагону машиниста. Ориентироваться мы будем по электростолбам, которые находятся слева. После того, как заканчиваются столбы, нужно спрыгнуть на вагончик с углем и не спеша подойти к машинисту. Так как я не допрыгнул до вагончика, я пробежался. Подойдя к машинисту, наводим на него прицел, и он сам останавливает поезд. Если сделать все правильно, то поезд остановится там, где нужно, примерно посередине моста. Далее нужно перебить всю охрану. И главная фишка в том, что на данном этапе сундучки, полочки и всякое такое мы не обыскиваем, так как за каждую вещь добавляется штраф $5. После обыска охраны переходим к ограблению пассажиров, наставив на них пистолет. За них, кстати, штраф не добавляется. Пока мы грабим поезд, все законники находятся под мостом и не могут к нам добраться. Добраться они могут только в одном случае, если поезд остановить не посередине моста. Далее мы переходим к ограблению сейфов, ради которых мы запаслись динамитом. Динамит нужно приклеить к сейфу, поджечь фитиль и отойти на нужное расстояние, чтобы не задело взрывной волной. За взрыв сейфа награда за голову увеличивается на $5. И когда мы его грабим, тоже увеличивается на $5, вне зависимости от того, сколько вещей мы оттуда украдем. В сейфах обычно лежат деньги и карманные часы, но так как у меня уже были карманные часы, то я их взять не смог. Также в третьем сейфе у меня почему-то не получилось взять 2 мешочка с деньгами. С них я мог бы получить около $25. Далее, после ограбления сейфов, мы быстро покидаем зону розыска и ожидаем, когда служители закона перестанут вести поиск. Когда вас перестают искать, возвращайтесь к поезду и грабите все, что осталось. Сундуки, полочки, шкафчики и так далее. На этом этапе штраф не добавляется за каждую украденную вещь, так как розыска уже нет. При ограблении поезда можно найти много сигаретных карточек и пройти испытания Бандит 5 и Бандит 10. После того, когда мы все ограбили, покидаем поезд, и недалеко от нас находится почтовое отделение на станции Рикс, где мы сразу выплачиваем штраф. В моем случае штраф за ограбление составил всего $80. По итогу ограбления мне удалось собрать наличными $168, минус штраф $80 и чистая прибыль наличными $88, плюс 2 мешочка, которые мне не удалось взять. Также, если продать все краденое скупщику, у меня вышло чуть больше $50. Итого общая прибыль чистая с ограбления поезда выходит около $140. Хотя бывали случаи, что и $200, и $300 можно заработать с ограбления поезда. Буду рад, если досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока!